Привет! В этом видеоуроке мы с вами сплетем героиню мультфильма «Время приключений» или Adventure Time, если по-английски. Ее зовут принцесса Пупырка. Вы можете сделать ее такого же цвета, как она и в мультфильме. Это фиолетовый цвет, и вот здесь посередине лба у нее горит звезда. А можете сделать и из любого другого цвета, это тоже очень здорово и оригинально смотрится. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и расположите его таким образом, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на вас, и чтобы центральный ряд был немножко дальше, чем два крайних ряда. Прежде чем мы начнем плести непосредственно само тело, нам нужно сплести ручки и некоторые расширения для этой принцессы, чтобы она выглядела не прямоугольничком, а больше была похожа на тучку. Итак, приготовьте резинки фиолетового цвета. И возьмите их 2 штучки. Мы будем в процессе плетения практически всегда использовать по паре резинок. Накиньте их на любой столбик с одного на соседний. Затем возьмите еще 2 резинки и накиньте чуть ниже. И теперь возьмем еще 2 резинки и накинем чуть ниже. Получилось у нас 3 пары фиолетовых резинок. Затем берем еще одну и накидываем на последний столбик, но не просто так, а нам нужно закрутить здесь 4 оборота. Второй оборот, третий оборот, четвертый оборот. Теперь берем крючок, отодвигаем ту резинку, которая у нас 4 оборота закручена, изнутри захватываем пару фиолетовых резинок и снимаем с этого столбика. Накидываем на впереди идущий. Далее уже здесь изнутри поддеваем и накидываем на впереди идущий столбик. И, наконец, последний раз. Пару резинок захватываем и на впереди идущий столбик накидываем. Это мы с вами сделали одну руку. Но она нам понадобится чуть позже, поэтому возьмите вот такой крючок или палочку какую-нибудь и засуньте ее в последний столбик. Придерживайте пальцем резинки здесь и снимите эту конструкцию со станка. Можем немножко расправить. Вот такая рука у нас получилась. Вам нужно сделать еще одну такую. Я за кадром уже подготовился и сделал 2 руки. Вы можете поставить на паузу и сделать такую же. Теперь давайте сделаем расширение. Для этого возьмем еще 2 резинки фиолетового цвета и накинем их на любой столбик и на соседний. Теперь чуть ниже накидываем пару резинок. А затем берем одну резинку и скручиваем ее в 2 раза. В 4 оборота здесь не нужно крутить, потому что нам натяжение здесь сильное не нужно. И накидываем ее на последний столбик, на котором лежит резинка. И теперь эту конструкцию снимаем со станка, отодвигаем резинку, которая накинута в 2 оборота. Изнутри захватываем пару нижних резинок, накидываем на впереди идущий столбик. И здесь уже изнутри поддеваем, захватываем и накидываем на впереди идущий столбик. Теперь возьмем вновь крючок какой-нибудь или палочку и проденем вот сюда, удерживаем пальцем и снимаем эту конструкцию со станка. У нас получилась вот такая деталька, и таких деталей вам нужно сделать еще 4 штуки, чтобы всего получилось 5. То есть 2 руки и 5 вот таких расширений. Если вы их сделали, то работаем дальше. Берем пару резинок и накидываем их следующим образом. С первого столбика левого ряда на первый столбик центрального ряда. Затем берем еще пару резинок и накидываем их уже в правую сторону на первый столбик правого ряда. Берем еще пару резинок и смотрите, по левому ряду накидываем вниз. Вот так. И по правому ряду точно так же накидываем вниз. То есть с первого на второй столбик. Теперь возьмем пару резинок желтого цвета. Это мы с вами будем делать сейчас звезду. И накинем их по центральному ряду с первого на второй столбик. Затем возьмем еще пару желтых резинок и накинем их вот на эти столбики. И у нас получилось такое перекрестие из желтых резинок. Теперь вновь возвращаемся к фиолетовым резинкам. И нам нужно по левому краю и по правому краю накинуть по 3 пары фиолетовых резинок. Первая пара, вторая пара
Далее третья пара. Здесь 3 пары. И справа накидываем тоже 3 пары. Первая пара. Вторая пара. И третья пара. Отлично. И по центру нам нужно накинуть 4 пары. Берем. Накидываем 1 пара. Накидываем вторую пару. Третья пара. И четвертая, наконец-таки, пара. Отлично. Теперь нам нужно с левого и правого ряда закруглить это все к центральному ряду. Поэтому просто берем пару фиолетовых резинок и накидываем их сначала вот здесь, как бы закругляя. И с левой стороны поступаем точно так же. Здесь немножко опущу и накинем вот здесь. У нас получилась вот такая конструкция в виде овала, грубо говоря. Теперь возьмем одинарную резинку и накинем ее на последний столбик, но предварительно закрутим в 2 оборота. Вот 2 оборота я сделал и накидываю на этот столбик. Отлично. Теперь давайте сделаем глаза. Для глаз нам понадобятся резинки черного цвета. Или я в моем случае буду использовать металлик черный. Нам нужно глаза накинуть на вторые столбики, если считать сверху. По правому ряду на второй столбик накидываем и закручиваем здесь 4 оборота. Второй оборот, третий оборот, четвертый оборот. На левом столбике, который находится напротив, нам нужно сделать точно так же. Накидываем и закручиваем второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. Отлично. Берем резинку фиолетового цвета и накидываем ее следующим образом треугольником. Этот треугольник у нас получается направлен вниз. Теперь поддеваем все 4 оборота черной резинки, натягиваем и скидываем с этого столбика, но придерживаем, чтобы у нас не слетела резинка фиолетового цвета. И вот эту резинку черного цвета мы немножко ближе к середине проталкиваем. С левой стороны поступаем точно так же. Захватываем 4 оборота черной резинки, натягиваем и снимаем, ближе к середине располагаем. Отлично. Вот так глаза у нас готовы. Берем еще одну резинку фиолетового цвета и накидываем треугольником, но уже направленным вверх. Вот так. Еще одну берем резинку фиолетового цвета и чуть ниже накидываем тоже треугольником. Треугольник будет смотреть вверх. Вот. И таких треугольников, которые смотрят вверх, нам нужно накинуть еще один и второй. Давайте сделаем это. Я беру резинку фиолетового цвета и накидываю вот сюда. И еще одну беру резинку и накидываю вот сюда. Отлично. Теперь пришло время укрепить руки нашей принцессе. Берем одну руку и накидываем ее на третий столбик по левому ряду. Натягиваем все резинки, которые здесь находятся, их 4 штуки, и просовываем столбик сквозь них. Обратите внимание на то, чтобы все 4 резинки на этот столбик зашли. С левой стороны и с правой стороны нам нужно поступить точно так же. Берем эту ручку, натягиваем и накидываем на столбик, чтобы все резинки зашли. Отлично. И крючок вынимаем. Так. Теперь давайте те детальки, которые мы с вами готовили, тоже поставим на свои места. А их места находятся вот где. Берем одну детальку и накидываем ту часть, которая находится на крючке. Здесь 4 резиночки. Натягиваем и накидываем на самый первый столбик по левому ряду. Вот сюда. А вторую часть накидываем на крючок. Даже я железный крючок возьму, потому что здесь натяжение сильное. И нам нужно накинуть на тот столбик, на котором расположена рука. Берем и накидываем. И получается, что у нас вот эта резинка накинута вот на этот и на этот столбик. А по центру она
висит просто, никуда не накинута. С правой стороны нам нужно поступить точно так же. Берем еще одну детальку. Та часть, которая находится на крючке, накидываем ее на первый столбик по правому ряду. А та часть, которая у нас осталась, вот эта двойная резиночка, накидываем ее на тот столбик, на котором находится рука. Отлично. Теперь пришло время следующих частей. Следующие две части нам нужно накинуть вот на эти пары столбиков, которые в самом низу находятся. Итак, берем одну детальку и накидываем на столбик, который второй, получается, если считать снизу. Так, все 4 резиночки зашли. А вот эту часть нам нужно накинуть на тот столбик, который ниже находится. Берем крючок, захватываем все 2 оборота и накидываем просто чуть ниже. Вот так. Опускаем пониже резинки и берем еще одну деталь. Та часть, которая на крючке находится, мы ее с вами накидываем на второй столбик, если считать снизу. А другую часть на столбик, который чуть ниже, последний. Я имею в виду, конечно, не последний столбик станка, а последний столбик, на котором у нас вообще накинуты резинки. И, наконец, у нас осталась 5-я, последняя деталь. Ее нужно накинуть нам вот на эти столбики. Одну часть сюда, а другую часть сюда. Все равно, куда накидывать сначала. Например, накинем на правый столбик. Натягиваем все 4 резинки и накидываем вот на этот столбик. Отлично. А та часть, которая у нас осталась, мы с вами ее натягиваем, проводим за этим столбиком и накидываем вот на этот. На последний столбик по левому ряду. У нас получилось, что эта резинка вот так накинута. Чтобы она нам пока не мешала работе, мы ее с вами натянем и накинем на столбик, который находится чуть ниже. Вот так. Все резинки мы с вами накинули, и теперь пришло время их снимать со станка. Точнее, даже пока не снимать, а производить плетение. Смотрите, как здесь это делается. Нам нужно засунуть крючок вот сюда, отодвинуть ту резинку, которую мы с вами накидывали 2 оборота, и захватить пару резинок, которая находится выше всех. В моем случае эта пара относится к левому ряду. И я накидываю, соответственно, эту пару тому столбику, которому она принадлежит. Вот этот столбик в моем случае. Опять изнутри заводим, захватываем следующую пару. В моем случае эта пара относится к левому ряду. Так. Поэтому я захватываю эту пару и закидываю на столбик левого ряда. Опускаю резиночки вниз, чтобы они нечаянно не слетели. И, наконец, у нас осталась последняя пара резинок. Изнутри ее захватываем и накидываем на впереди идущий столбик. И теперь можно, раз уж мы с вами центральный ряд сейчас на центральном закончили, можно центральный так и продолжать. Здесь изнутри захватываем 2 резинки центрального ряда, накидываем на впереди идущий столбик. Здесь изнутри захватываем тоже 2 резинки, накидываем на впереди идущий столбик. Здесь нам нужно отодвинуть ту резинку, которая является глазной, она одинарная. Изнутри захватить пару резинок, которые внизу, и накинуть на впереди идущий столбик. И, наконец, изнутри здесь захватить пару желтых резинок и накинуть их на центральный последний самый столбик. С центральным рядом мы с вами закончили. Теперь давайте левый ряд сделаем. Нам сейчас нужно вот эту пару резинок скинуть с этого столбика на впереди идущий. Поэтому продеваем крючок здесь, захватываем нижнюю пару. Обратите внимание на то, что вы захватили именно то, что нужно, так как здесь могут быть сложности, потому что накинуто очень много резинок. И накидываем на впереди идущий столбик. Здесь тоже изнутри захватываем, отодвигаем ту резинку, которая накинута треугольником, и изнутри самую нижнюю пару резинок захватываем и накидываем на впереди идущий столбик. Теперь у нас пришла очередь вот этой пары резинок. Здесь их на этом столбике очень много. Вы можете для удобства руку отодвинуть, тогда будет немножко лучше видно. Отодвигаем ту резинку, которая у нас
треугольная накинута, пару захватываем фиолетовых, немножко вытягиваем отсюда, чтобы попроще было накинуть вперед, и накидываем вперед. Здесь тоже можно вот эту часть немножко отодвинуть. Отодвигаем еще треугольную резинку и захватываем нижнюю пару, накидываем на впереди идущий столбик. И, наконец, нам осталось скинуть вот эту пару резинок, самую нижнюю. Здесь тоже их много, всяких разных резинок, поэтому изнутри поддеваем крючок, захватываем именно то, что нужно нам, снимаем с этого столбика и накидываем на последний столбик по центральному ряду. Теперь нам осталось с правым рядом произвести те же операции. Здесь тоже будьте внимательны, потому что резинок очень много. Сейчас вот эту резиночку, пару мы с вами должны поддеть. Поддеваем, все лишнее отодвигаем. Захватываем нижнюю пару и накидываем на впереди идущий столбик. Здесь тоже отодвигаем треугольную резинку, захватываем пару снизу и накидываем на впереди идущий столбик. Здесь тоже треугольную не забываем оттянуть. Захватываем нижнюю пару, накидываем на впереди идущий столбик. И, наконец, здесь тоже треугольную отодвигаем, пару накидываем вперед. И, наконец, пришло время последней пары резинок. Мы с вами скидываем их с первого столбика правого ряда на первый столбик центрального ряда. Ну вот, в общем-то, и все. Теперь приготовьте 2 фиолетовых резинки и просуньте крючок сквозь этот столбик через все резиночки и вытяните его с другой стороны. Сюда накинем 2 резинки фиолетового цвета и обязательно натянем их. Затем высовываем вот отсюда. Обратите внимание на то, чтобы нечаянно лишнего ничего не захватить. И вот эту пару мы с вами ближе к корпусу крючка продвигаем. А вторую часть этой резинки двойной накидываем на сам конечек крючка. И теперь мы с вами сделаем петельку. Вот здесь рукой возьмем и просунем крючок изнутри. У нас получилась петелька. Вот она. Эту петельку мы с вами можем натянуть, насколько это сейчас возможно. И теперь уже давайте все это снимем со станка. Но так как у нас на каждом из столбиков очень много резинок, то можно, конечно, помочь крючком, чтобы они легче оттуда слезли. Вот такая принцесса-пупырка у нас получилась, когда мы сняли ее со станка. Но теперь нам нужно определиться с тем, на какой стороне у нас будут глаза. Я предлагаю глаза сделать вот на этой стороне, и поэтому я просто их выправляю, чтобы они были более выразительны и более видны. Вот так. Во лбу у нас желтая звезда, здесь ручки, здесь глазки, все отлично. Теперь давайте эту принцессу превратим в брелок. Для этого возьмем крючок и просуну карабинчик и просуну крючок сквозь дырочку карабинчика. Накидываю вот эти 2 петельки и просовываю их в дырочку. Затем беру эти 2 резиночки и растягиваю, просовывая карабинчик сквозь них. И натягиваем. Готово. Вот такой брелок принцесса-пупырка у нас получилась. Вы можете ее сделать и фиолетового цвета, можете сделать и оранжевого, и желтого, и зеленого, какого хотите. Я надеюсь, что этот урок вам понравился, и вы сплетете себе несколько таких принцесс. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши впечатления об уроке. Пока!